вас же здесь был просто донор без всякого Сталина. Как вам пришла такая идея? Ну вот поэтому он и был, потому что в целом все заведения по продаже шаурмы однотипны, банальны, неинтересны. Данная идея вообще мне пришла в голову давно, потому что я всегда интересовался историей и в частности эпохой правления Иосифа Виссарионовича. Вот. Это не означает, что я являюсь ярым фанатом, поклонником и человеком, который возводит его в ранг святых. Вместе с тем, я не считаю, что он является исчадием ада, который просто хуже самого Адольфа Гитлера. Да. Нет такого. Я понимаю, что это личность сложная, многогранная, неоднозначная, но интересная. И просто была идея запечатлеть свой интерес, свою любовь к истории вот в таком виде. И, естественно, я понимал, что это вместе со всем некий такой маркетинговый ход, который может как-то сработать. Не ожидал, что настолько вот сработает сильно. Так же, как и, скажем, форма НКВД, сотрудника НКВД, она, естественно, не настоящая. Но почему она здесь имеет место быть? Потому что заведение, которое носит имя Иосифа Виссарионовича, соответственно, готовить должен человек, сотрудник госбезопасности. Вот пришла такая, опять же, идея. Это стилистически это все очень, вместе смотрится правильно, красиво, как надо, так сказать. То есть стилистически все-таки получается упор на клиентов, которые поддерживают репрессии. Все-таки не только же сотрудники НКВД были во время. Нет, Сталина. вообще не было цели, опять же, кого-то оскорблять, унижать, наоборот, вставать на сторону людей, которые любят его и восхваляют. Дизайн максимально в нейтральных тонах. Мы, опять же, никаких ужасных слоганов или издевающихся, или смеющихся, ничего подобного. Не было цели оскорбить. Была цель просто использовать этот образ, просто запечатлеть его. И я подумал, одна жизнь, почему бы не попробовать? Попробовал, ну и вот, соответственно. И как с коммерческой стороны? Получилось? Получилось. Получилось настолько, что не ожидали. Не ожидал я такого. Скажем, вчера финансовые показатели были гораздо выше, чем день работы другой шаурмы, абсолютно любой. Потому что все так или иначе общаемся друг с другом. И все разговоры о том, что нас тут ненавидят, проклинают, нет. На одного неадекватного человека приходится 10 позитивно смотрящих на это все людей или нейтрально, которых просто заинтересовала эта концепция, которые просто говорят, что ребята молодцы, желаем удачи, шаурма очень вкусная, а она у нас очень вкусная и качественная, просто по-другому быть не может. Поэтому все очень хорошо, и мы, естественно, хотим продолжать. Законов никаких мы не нарушаем, никакие грани мы не приступаем и не видим оснований для того, чтобы нам как-то переименовываться, закрываться или еще что-то тому подобное. А с агрессией вы сталкивались? Приходили вам бить стекла там? Или нет, такое? бить стекла нет. Был один мужчина, который 2 раза ударил у нас по деревянной нашей подставочке. Сильно, вот она у нас немножечко трясется, да. Это, как, по его словам, у него дедушка там 50 лет по лагерям, значит, как вы смеете и тому подобное. И вот он как раз говорил не мне, а сотруднику, меня не было на месте. Это вот один из тех моментов, которые побудили его покинуть место службы, так скажем, потому что просто напугали человека. Вот это вот неадекватная реакция. И еще была одна неадекватная, похожая реакция, но со стороны одной женщины.
Вот. А так в целом людям нравится, люди приезжают с другого конца Москвы, желают удачи, успехов. Мне постоянно поступают звонки на телефон с вопросом, а есть ли у вас доставка, а когда будет? И мы говорим, конечно же, будет, пока нет. Но ждите, скоро обязательно будет все, и доставка, и все. Вы, наверное, читаете отклики в соцсетях, да, Читаю, на ваше да. открытие? И там самый популярный, что в Германии не могло бы быть открыть донор или любое кафе, Гитлер там. Я считаю неуместным сравнение Сталина и Гитлера. Почему? Потому что Гитлер и идеология фашизма законодательно запрещены. Законом запрещено это использовать. Что касается Сталина, его имени, его фигуры, никаких законодательных запретов нет на этот счет. Вот. И в этом весь ответ. Поэтому я просто считаю неправомерным такие сравнения именно с Гитлером. Вот. Вы собираетесь расширяться? Если все пойдет так и дальше, как идет сейчас, то, конечно, в планах уже, то есть до момента открытия не было никаких мыслей на этот счет. Но как мы запустились и увидели этот какой-то титанический ажиотаж в соцсетях, и газеты, телеканалы приезжают, люди приходят, денег становится больше, и, конечно же, есть мысли о расширении, если так все пойдет хорошо. Да. Но этических никаких проблем вы не чувствуете, не ощущаете? Лично я нет. Опять же, возможно, были бы этические проблемы и муки совести с моей стороны, если бы я как раз шел с позиции восхваления Иосифа Виссарионовича и позиционирования его как человека, который, если бы не он, вас бы всех тут не было. Вот тут да, тут были бы какие-то этические трудности и проблемы с совестью, скажем. А в данном случае, опять же, не было идеи, цели кого-либо оскорбить. Вообще не было такой задачи, она не стояла. И не стоит до сих пор, и не будет стоять впредь. Все абсолютно нейтрально, все абсолютно, так скажем, радушно, где-то легкая ирония, но не более того. По-моему, прекрасная идея, ничего плохого в этом не вижу. Приехал, увидев весь хайп в новостях и в Фейсбуке, решил попробовать. Добрый день. Что самое вкусное? Пока не работает. Как? И что теперь? Все? Нет, не все как все. Все это когда вы если сняли. Так нет, просто приходите завтра, я вас запомню. Бесплатно работать. Довели страну. Да не говорите.